Изначально в разминке боксера более 300 упражнений. И разминка боксера строится по 3 основным принципам. Есть упражнения, которые делаются с точки зрения гимнастики. Это растяжка, разогрев мышц. Есть специальные упражнения, которые готовят вас к ударной технике. Вот сегодня мы будем как раз их рассматривать. Сегодня мы возьмем только часть упражнений. То есть я объясню, почему так много упражнений в разминке. Это связано с тем, что наши тела должны развиваться с точки зрения многих мышц. В ударе, в одном ударе работают все 680 мышц. И с точки зрения акцента работают такие мышцы маленькие и короткие. Поэтому, чтобы со всех сторон развить мышцы, упражнения строятся в разных назначениях. Первое, самое простое упражнение – махи руками. Тело ваше зафиксировано, пока делаем без переноса веса тела. Тело просто на месте стоит, идет мах рукой. Там, где идет мах, это начало энергии удара. На каждый 3-й раз пытайтесь взорвать мышцы, ускорить их и опять замедлить. Все тело должно быть от медленного к быстрому. Расслабьтесь, спокойненько делайте. Теперь смотрите, ваше движение увлекает за собой тело, и вы невольно начинаете переходить от одной оси к другой оси. Боксеры, я рекомендую вам встать в свою стоечку. Те, которые еще как бы новички, вы пока фронтально работаете. И переносим вес тела с одной на другую, с одной на другую. Движение вас вытягивает, полностью растягивает. Это очень хорошее упражнение. Оно как греет, так и уже готовит к удару. Итак, резко, слабо, резко, слабо. Постепенно, постепенно вы взрываете мышцу, взрываете движение. Каждый 3-й резко, хлестко, где-то примерно до 20 повторений. Боксеры меняют стоечку. С одной стороны вы переходите на другую стоечку. И фронтал, своя стойка и чужая стойка. Таким образом вы уже готовитесь к боевому положению. Постепенно, постепенно привыкание. Следующее упражнение. Наклонились и в сторону. Делаем медленно. Наклонились в сторону. Наклонились в сторону. Это упражнение также сначала делается без переноса веса тела, и со временем переносим вес тела на одну сторону и на другую, так, чтобы вы конкретно стояли на оси справа и на оси слева. На оси справа, на оси слева. Полностью выгибайте. Это упражнение готовит вас как к защите, так и к нападению. Каждое упражнение делится на 3 части. Если вначале вы начали с фронтала, теперь постепенно боксеры становятся в свою стоечку и делают это уже в своей стоечке, на одну сторону, на другую сторону. И аналогично в чужой стойке, в правосторонней, в левосторонней стойке. В начале тренировки у вас мышцы работают на мышечную память. Следующее упражнение само по себе мне очень нравится, парни. Ноги вместе соедините. Чуть-чуть как бы вот этот вот эффект пружинки должен быть у вас. И вы раскачиваете ручки. Очень хорошее упражнение. Это как раз стартовая сила ног и понимание самого движения. Также вы делаете медленно, и каждый 3-й вы взрываете. Можно каждый 10-й взрывать. И резче. Постепенно можете наращивать темп. Последовательность упражнений должно разогревать от начала и до конца. Следующее ваше упражнение. Также встали.
начинаем сначала только одними руками работать. Работают только одни руки. Это принцип бокового удара или, скажем так, предбокового удара, чтобы вы понимали, откуда идет сила бокового удара. Разогреваем каждый третий и начинаем ускорять. Так, чтобы у вас буквально вырывало из земли. Где-то на уровне бороды делайте, парни, на уровне плечевой линии. Зафиксируйте руки и начинаете вводить, уже скручивать корпус. Здесь считается, чем больше вы раскрутите корпус, тем лучше. Старайтесь пока, чтобы ноги у вас правильно стояли вот в этой позиции. И как будто вы реально приклеены к полу, чтобы пятка не отрывалась, чтобы вы реально поняли, где какие мышцы работают. И начинаем каждый третий, начинаем ускорять. Здесь лучше пока не подсаживаться, а прям по центральной оси, чтобы центр тяжести у вас проходил, как будто вас на вертел втыкнули, и вы вращаетесь. И третий цикл этого упражнения делается с вращением уже ног. То есть полное скручивание так, чтобы нога, как следствие вашего разворота. Разворот начинается везде, пока без переноса веса тела. Просто на месте финтите. Это очень полезное, эффективное упражнение, и именно оно настраивает вас на удар сбоку. Теперь смотрите, парни, заключительная часть этого упражнения идет со смещением. То есть вы переходите с одной оси на другую ось. Очень важно зафиксировать эти оси. Когда вы крутитесь, не надо сильно ноги сгибать. Но и помните, что вот этот вот эффект согнутой ноги – это эффект пружины. Вы должны как бы с точки зрения выпрямить, но и тут же ее как бы держать вот в этой небольшой динамике. Сразу это сделать будет сложно. Поэтому к этой вещи надо тоже привыкнуть. И так потихонечку вращаете и старайтесь выйти на полное выпрямление ноги. Раз, раз. Это учебное упражнение, которое готовит вас к акценту. Касается боксеров, уже более-менее опытных, потихонечку начинаете переносить, вставать в свою стоечку и начинать делать это движение уже с переносом веса тела. Без переноса веса тела, скорее всего, силы удара вы не достигнете. Перенос веса – ключевой момент. Вращение – это вторая часть удара. И разворачивание корпуса на сгибание – это третья часть удара. Следующее упражнение тоже по характеру напоминает летящую утку. Динамика наклонов корпуса. Во-первых, это ваши уклоны, парни. А во-вторых, это придает особую ловкость в бою. Распознаются в боксе как 3 вида уклона. Первый примерно такой, второй идет со смещением на одну ось, на другую ось. В боксе может быть отклон вот просто без сгибания корпуса, это уже отклон. Можно даже вот так. Одним переносом веса тела делать. Резче вас будут быстро бить, и вы будете быстро уклоняться. Вторая фаза этого упражнения – боксерчики, встаньте в свою стоечку. И поехали за шишками-орехами в ямку бух. Здесь можно уже подпружинивать ногами, помогать выталкивать руки ногами и ускоряя. Это также готовит вас и к удару, как к удару, так и к защите. Следующее упражнение для мышц спины. Не секрет, что именно в поясничном, бедерном и грудном отделе находятся самые сильные мышцы, через которые проходит линия удара. Поэтому здесь важно понимать вот эту вот часть движения. Согнуть ее надо полностью и выгнуться. Дальше выпрямление не ведите. Вот оно. Согнулся, выгнулся. Согнулся, выгнулся. Прям за руками тянитесь. В первой части этого упражнения старайтесь делать ее спокойно, без надрывов.
потому что мышцы на вашем позвоночнике очень нежные. Очень интересное упражнение. Также вот сначала как руки у вас ходят, руки увлекают за собой тело. Тело заставляет вас скручиваться. Можно как руками делать быстро, так и помогая рукам тело, помогает рукам. Попробуйте быстро это поделать. Быстро, 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 быстро. Не перескакивайте, а просто резко, 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 резко. Вот таким вот образом мышцы постепенно укрепляются и становятся на базу уже ударной техники. Теперь попробуйте сделать это же упражнение с переносом веса тела с одной оси на другую. То есть вы здесь взяли, сюда положили. Здесь взяли, сюда положили и обратно. Амплитуда этого упражнения уже увеличивается. Итак, парни, приготовились и быстро, 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 быстро. Быстро, 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 быстро. Режем воздух, напрягаем воздух. Следующее упражнение. Удары ногами. Боксерское изобретение. Клянусь вам, в 1947 году мальчишки уже это делали. Просто как удар футболиста. Надо выкинуть, наберите свою стоечку, встаньте в свою стоечку. Вот я объясняю, вот где боксерский удар, на чем он формируется. Прежде чем вы этой ногой пнете, вам надо переместиться на эту ногу и четко зафиксировать. Только потом вы выкинете эту ногу. Мало того, у вас тело может отклониться назад, как и должно быть. Удар ведите хотя бы примерно до бедра, потом выше, выше и выше. Научитесь бить ногой, по-любому рукой ударите. Можно переносить оси одной ногой, другой ногой, одной ногой, другой ногой. И вы автоматически уже правильно становитесь в ту позицию, которая вам удобна. Это и есть ваша стойка. Итак, удары ногой назад. Удар ногой назад. Также выполняется резко. Итак, удары ногой в стороны. В одну, в другую. Одну и в другую. Это уже упражнение на равновесие. Кстати, одно из любимых упражнений Брюса Ли. Вот то, что вы вот так вот ногами махаете, парни, это не считается. Реально вкладываете силу в удар. Итак, парни, вперед, назад, влево, вправо. Здесь важно удержать равновесие и при этом сохранить концентрацию удара. Итак, парни, следующее упражнение, немножко успокойтесь. По характеру оно очень спокойное упражнение. Если начнете его сейчас делать резко, ну, скорее всего, получите травму. Помните, что это разминка, это не прокачка. Голова влево, вправо, назад, вперед. Восстанавливаем дыхание. Теперь круговые движения головой. Боксерчики в стоечку в свою встаньте, ручки поднимите. Вот очень хорошо. Теперь смотрите, парни, у вас идет движение переноса веса тела и удар головой. Вперед, назад, вперед, назад. Если вы тянете влево, значит тело идет за головой влево и вправо. Считается, если вы можете ударить головой, значит вы можете голову и от удара увести. В голову бьют быстро. Поэтому динамика этих упражнений от медленного к быстрому. Итак, голова. Вперед-назад, влево-вправо. Теперь небольшие нашагивания. Если вперед, то где-то примерно полстопы наставляете и оттягиваетесь. Отставляете и натягиваетесь. Влево, вправо, вперед, назад. Круг в одну сторону, круг в другую сторону. Это поможет вам сразу уже более-менее себя приучить так, чтобы корпус был уже подвижный, потому что наша голова, к сожалению, крепится к корпусу шеи. Закончили. На этом ваша разминка закончена.